Сара решила купить себе собаку. Нелегко было жить одной в сельской местности. К счастью, она быстро нашла нового компаньона, когда поехала навестить своих родителей в город. Она проходила мимо приюта для животных и увидела самого красивого золотистого ретривера, которого она когда-либо видела. Его шерсть была блестящей и чистой, а карие глаза смотрели прямо ей в душу. Она ни за что не смогла бы оставить пса дома, поэтому немедленно усыновила его. И его нашли на улице всего несколько недель назад. Она назвала собаку Максом. Поначалу все шло гладко. Макс быстро понял, что находится в безопасном доме, и его личность начала расцветать. Однажды, прогуливаясь по лесу, как делала каждое воскресенье, она потеряла Макса из виду, когда он бегал вокруг. Она не придала этому особого значения, так как он делал это гораздо чаще. Но внезапно наступила мертвая тишина. Было слышно только радостное щебетание птиц на деревьях. Сара начала беспокоиться. Где был Макс? Она начала выкрикивать его имя и проверять его обычное укрытие, но его нигде не было видно. Темнело, и если и было что-то, что Сара ненавидела, так это прогулки по лесу в кромешной тьме. Она поспешила домой, ее сердце бешено колотилось в груди. В ту ночь Сара долго ворочалась в постели. Обычно Макс лежал, свернувшись калачиком, рядом с ней, так что кровать казалась пустой. В конце концов ей удалось немного поспать, но как только взошло солнце, она вышла на улицу и стала искать его. Тут Сара нашла следы Макса в грязи и смогла проследить их. Затем, пройдя около мили, она услышала какой-то звук. Это было не похоже на Макса, но она увидела вдалеке его белый мех. Подойдя ближе, она увидела, что ее пес сидит на земле совершенно неподвижно, как будто его заморозили. У Макса что-то было во рту. Сара нахмурилась и сделала шаг вперед, чтобы выхватить предмет изо рта Макса, но пес отскочил назад. Сара замерла и, не торопясь, рассмотрела предмет поближе. Действительно ли это было то, о чем она подумала? Внутри было живое существо. Она должна была быстро помочь животному, иначе оно могло задохнуться в мешке. Но затем животное высунуло голову из маленького отверстия. Сара испытала облегчение, увидев, что животное может дышать, и теперь она также могла видеть, с каким животным они имеют дело. Это была маленькая утка, животное, которого она раньше не видела в этой части леса. Тихое кряканье утенка было едва слышно, его маленькие крылышки заметно поникли. Продолжая держать на руках хрупкого утенка, Сара почувствовала тепло, исходящее от ее сердца. В нескольких шагах от себя Сара заметила отчетливую тропинку, ведущую сквозь густой подлесок. Выйдя на берег озера, спокойствие Сары сменилось тревожностью. Поведение Макса заметно изменилось. Его игривое поведение исчезло, сменившись видимым дискомфортом и настороженностью. Солнце начало садиться, погружая лес в объятия сумерек. Тени удлинялись, и беспокойство Сары росло. С предвкушением Сара подошла к местной ветеринарной клинике. В мягко освещенной палате клиники доктор Грант, опытный ветеринар, осторожно осмотрел утенка. Поначалу состояние молодой птицы показалось ему озадачивающим, но не вызывающим тревоги. Внезапно доктор Грант застыл, слегка отодвинувшись назад, его глаза расширились, и его уверенное поведение мгновенно улетучилось. «Эвакуируйтесь», — хрипло прошептал он медсестре у двери. В палате началась бурная деятельность, медсестры засуетились, нажимая кнопки тревоги и делая срочные звонки. Сара, сжимавшая пустую коробку, почувствовала растущее чувство страха. Двери клиники закрылись за ними с громким щелчком. Подъехал фургон с логотипом городского департамента здравоохранения, и из него вышли мужчины в защитных костюмах, каждое их движение было размеренным и методичным. Ситуация явно была более серьезной, чем кто-либо мог себе представить. К Саре подошел офицер с суровым лицом. «Мэм, нам нужно знать, где вы нашли утенка», — потребовал он. Сара рассказала о своем открытии на берегу озера,
стараясь сохранять спокойствие. К вечеру весть об этом распространилась по всему городу. Чиновники в лабораторных халатах провели несколько тестов, каждый мазок и укол усиливали ее беспокойство. Вернувшись домой, Макс был явно выбит из колеи. Его уши навострялись при каждой сирене, и его беспокойное хождение казалось бесконечным. Внутри правительственного учреждения тяжелое положение маленького утенка продолжалось, он был отделен от мира толстым стеклом. Его крошечное тельце лежало неподвижно. Сара, услышав последние новости от официальных лиц, почувствовала прилив вины и пожалела, что не может присутствовать при этом. Дни, наполненные неопределенностью, тяжело сказались на Саре. Правительственный чиновник прочистил горло, зал ловил каждое его слово. «Утенок», — начал он, заражен очень заразной болезнью. Вздохи наполнили комнату. Сара почувствовала, как у нее упало сердце, вспомнив свой тесный контакт с хрупкой птичкой. Через несколько минут из громкоговорителей раздались инструкции для жителей города. Были установлены карантинные зоны, а улицы расчищены. Сару доставили во временную клинику, где ей дали ряд лекарств. Ей сказали, что таблетки защитят ее. В изолированной палате утенок, которого медперсонал теперь называет храбрым, столкнулся со своей величайшей битвой. Медсестры и ветеринары окружили его, на их лицах было написано беспокойство, но также и решимость. Шли дни, и город охватило ощутимое напряжение. Игровая площадка была пустынна, а некогда оживленные улицы были устрашающе тихи. Но сообщения об успехах Брейва приносили радость. Маленький утенок, демонстрирующий огромный дух, проявлял признаки выздоровления к большому всеобщему облегчению. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.